Позавчера у нас прошел важный стрим в поддержку издания «Медуза». Я пообщался в прямом эфире с гендиректором «Медузы» Галиной Тимченко и главредом Иваном Колпаковым. Среди прочих, мы затронули тему ультраконсервативной повестки, захватившей российскую политическую систему. Иван это охарактеризовал как пранк, который зашел слишком далеко. И как будто в подтверждение именно этих слов Таганский суд города Москвы уже во второй раз оштрафовал ресурс «Манголиб», русскоязычную платформу с азиатскими комиксами. Недавно был штраф аж на 14 миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения. Теперь штраф скромнее – 200 тысяч, но повод поэкзотичнее. Суд счел противозаконным японский комикс «Девушка замужем за змеем». Продемонстрированные там отношения были признаны нетрадиционными, и судья пояснил, мол, закон определяет как таковые всякие отношения, не являющиеся гетеросексуальными, то есть не являющиеся связью между мужчиной и женщиной. Поговорим сегодня о цензуре и о том, как далеко может зайти подобная борьба за нравственность. Самый гетеросексуальный суд в мире одним своим решением поставил, вне закона добрую половину сказок народов мира, где кто с кем и в каких только комбинациях не встречался. Вполне себе традиционный русский народный сюжет повествует о браке между человеком и амфибией. Как мы помним из детских книжек, фильмов и мультфильмов, Иван-Царевич умышленно женился на лягушке. В момент бракосочетания никто же не предполагал, что та однажды превратится в человека. Злой умысел и пропаганда допустимости нетрадиционных отношений налицо. Злонамеренность налицо и в классическом диснеевском мультике «Красавица и чудовище». Главная героиня затевает роман с существом, которое сами аниматоры студии Дисней характеризуют как помесь буйвола, льва, кабана и гориллы. Куда такое годится? Стоит сказать, на предыдущем суде, где штраф был 14 миллионов, стороне обвинения и судье, среди прочего, не понравился сюжет о вполне себе гетеросексуальных отношениях между девушкой и оборотнем, что ставит вопрос о законности еще целого множества сюжетов и сказок и популярной культуры на территории Российской Федерации вообще в целом. Так можно и до запрета «Сумерек» дойти, ведь далеко не факт, что у вампиров в России больше прав, чем у оборотней. Список потенциально запрещенных произведений просто огромен. Наверное, мне не стоит российским правоохранителям и судебному корпусу тут давать подсказки, а то ведь на каждом утреннике в детском саду дежурить начнут. В немного иной ситуации вся эта борьба за нравственность воспринималась бы как курьез. Как сюжет из той серии «Симпсонов», где активисты города Спрингфилд выступили против обнаженной статуи Давида, работы Микеланджело, увидев в ней пропаганду срамоты. Однако, во-первых, в случае с российскими судебными решениями мы имеем дело вовсе не с забавными низовыми инициативами или активизмом, а с политикой, которая навязывается сверху. А во-вторых, в таких делах страдает не только абстрактный здравый смысл, но и конкретные люди. Вся сфера творчества, культуры и искусства живет под этой возможностью разорительных штрафов на сотни тысяч или миллионы рублей. А когда люди, обслуживающие систему, совсем глубоко закопаются в неведомые им культурологию и искусствоведение, а также в несуществующую дисциплину деструктологию, тогда дело может дойти и до длительных тюремных сроков. Тут реклама, и продолжим изучать это все. Не так давно глава Минцифры заявил аж о 56 тысячах заблокированных ресурсов с экстремистскими материалами. А чуть позже VPN Liberty выпустил уникальный продукт – роутер с предустановленным VPN, который не просто позволит вам пользоваться любыми ресурсами, какими вы хотите, но и делать это с абсолютно любого устройства. Достаточно лишь подключить его к Wi-Fi через этот роутер. С этим роутером вы сможете подключить к VPN свой телевизор, хоть даже Samsung, и смотреть на нем мои ролики или сериалы на Netflix. Сможете подключить PlayStation, Xbox или Nintendo, чтобы играть в недоступные игры. И все ваши домашние будут автоматически подключены к VPN тоже. При этом VPN на роутере можно настроить так, чтобы все домены Рунета оказались вне VPN. Сбер, Кинопоиск, ВК, госуслуги будут спокойно открываться. А параллельно у вас будут работать и Spotify, и Instagram, и любой другой недоступный сервис. Очень удобно, не придется каждый раз включать и выключать VPN вручную. Если вы вдруг думаете, что провайдер будет против такого роутера, то сразу скажу, не будет, ему без разницы, какой роутер у вас стоит.
Скорость не проседает, а соединение будет куда стабильнее, чем с VPN на смартфоне, в отдельных приложениях или где-то еще, ведь роутер не конкурирует с программами на телефоне за батарею и сеть. Сам Liberty сервис анонимный, он не записывает и не хранит информацию о том, какие сайты вы посещали. Его уже попытался заблокировать Роскомнадзор и не раз, но безуспешно. Liberty с этим справляется. Роутер от Liberty станет идеальным подарком родителям, с которыми вы созваниваетесь через Telegram или WhatsApp, или друзьям, которым недостает иностранных сервисов. Стоит такой роутер 10 тысяч рублей. В эту сумму входит доставка. Каждый экземпляр прошит вручную и также вручную протестирован. В подарок при покупке вы также получите 1 месяц подписки на VPN Liberty бесплатно. Если вы уже клиент Liberty, этот месяц все равно добавится к вашей подписке. В 10-е годы в России стала популярна определенная разновидность пранков, так называемые социальные эксперименты. Именно на них заработал себе всероссийскую известность, например, видеоблогер Николай Соболев. Это проект Ракамакафо, и это наш новый социальный эксперимент. Поехали. Если исходить из установки, что российская внутренняя политика – это пранк, едва ли не все сферы жизни в стране можно смело назвать затянувшимся социальным экспериментом над россиянами. Суть его в следующем. А что будет, если в государстве демонтировать всякие ограничители, убрать даже намек на систему сдержек и противовесов? Окажется, что властный режим, для которого не предусмотрено тормозов, сам по себе никогда не остановится. Если мы говорим о такой специфичной отрасли, как борьба против пропаганды вот этой вот нетрадиционности, то государственная активность здесь не выйдет на плато. Не наступит времени, когда появятся какие-то понятные правила игры. Пускай какие-нибудь несправедливые, но хотя бы предсказуемые. Когда каждый человек, будь то создатель контента или издатель или потребитель, сможет понять, что можно, а что нельзя. Чтобы такие правила установить, нужно, чтобы у руководства страны был хоть какой-то ограничитель. А если его нет, законы будут ужесточаться постоянно. Еще сильнее будет ужесточаться правоприменение. Ибо те, кто за это все отвечает, никогда ведь не скажут: «Миссия выполнена, нравственность восторжествовала, наша задача теперь просто поддерживать ее на должном уровне, да и в принципе можно расходиться». Нет, их задача день за днем выдумывать все новые приемы и способы привлекать граждан к ответственности. Ведь, как у любой бюрократической системы, завтра нужно привлечь больше граждан к ответственности, чем сегодня, послезавтра больше, чем завтра, и так до бесконечности. Даже если граждане уже выучили, что никак нельзя демонстрировать отношения между людьми одного пола, если стали вести себя аккуратно и не подставляются, то система не успокаивается, а лишь с большей дотошностью ищет, как и за что бы граждан привлечь. Чиновникам приходит в голову, что змей мужского пола технически мужчиной не является, а значит, в определенных японских комиксах, как и в отечественных сказках про Змея Горыныча и царевну, есть материал для как минимум административного дела. И вот хлобысь, и какое-нибудь издательство уже туда ОМОН бежит. Если же Россия приспособится и к этой реальности, сайты там удалят, книжные магазины изымут запрещенку из продажи, пользователи зачистят в соцсетях всякий контент, содержащий любые межвидовые отношения, то сразу возникнут еще какие-нибудь поводы докопаться до россиян. Социальный эксперимент будет продолжаться. Вот, к примеру, Чиполлино. Он ходит за руку с редиской. Да, вроде как герой тут разного пола, но отношения между репчатым луком и корнеплодом никак нельзя назвать традиционными. А что, если в детском саду такой спектакль поставят? Так это ж вообще? Если открыть постановление суда по делу ресурса «Манголиб», там можно обнаружить следующую формулировку. Именно гетеросексуальные отношения, лежащие в основе возникновения семьи, потенциально способной к рождению детей, рассматриваются как традиционные сексуальные отношения. Они противопоставляются нетрадиционным сексуальным отношениям, которые предполагают взаимоотношения между людьми, базирующимися на сексуальном влечении, без потенциальной возможности создания семьи, способной воспроизводить последующие поколения. Конец цитаты. Согласно букве этого постановления, пожилые люди могут вступать исключительно в нетрадиционные отношения, так как влечение у них друг к другу есть, а потенциальной возможности к воспроизводству уже нет. Под запрет должно попасть всякое произведение о любви в старшем возрасте. Да и сама любовь в старшем возрасте так-то можно преследовать. Бесчисленные советские мелодрамы эпохи Брежнева требуют дополнительной биологической экспертизы. Там влюбленным часто бывает за 40. А для времен СССР это уже на грани фертильного возраста.
Между тем, Путин летом этого года подписал аж целый закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. В конце концов, союз Владимира Ильича Ленина с Надеждой Константиновной Крупской тоже можно счесть формой нетрадиционных сексуальных отношений. Супруга Ленина страдала от бесплодия, однако они похабно и непристойно прожили вместе аж 25 лет. — 17 сентября газета «РУ» выпустила статью с заголовком «Звучит в Кремле». В Госдуме захотели запретить группу «Сектор газа», а потом передумали. Суть в следующем. Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить творчество группы «Сектор газа». Потом заявила, что она такого не предлагала. Ее слова, переврали, а песни Юрия Хоя так и вовсе звучали в Кремле. Так что же их запрещать? Депутат Виталий Милонов, уже высказывавшийся в поддержку штрафа за комикс «Девушка замужем за змеем», в случае «Сектора газа» также выступил против запрета. Видно, что люди заняты делом. Сами создали проблему, сами ее и разрулили. Правда, аргумент, что чья-то песня звучала в Кремле, сейчас не особо релевантен. Мы уже на днях об этом говорили, но будет не лишним повторить. Несколько лет назад в Государственном Кремлевском дворце исполняли песню «Милые добрые взрослые, отмените войну». А теперь строчки из песни ложатся в текст судебного решения о штрафе за дискредитацию российской армии. Можно ли разглядеть в этом всем какой-то позитив в этой происходящей вакханалии, в рамках которой путинский госаппарат совершает исключительно нетрадиционные и бездуховно-безнравственные действия с целой страной? На самом деле можно. Власти сами ставят себя в положение, когда вообще все и все против них. Против них самые известные певцы и музыканты, наиболее читаемые писатели, совершенно безопасная и далекая от всякой политики японская манга, и та против них. Как и YouTube, Discord, мессенджеры и едва ли не весь интернет. А согласно новым резиновым законам, против Путина вообще все на свете, включая радугу после дождя. Каждый новый запрет или штраф лишь увеличивает число оппонентов режима, причем оппонентами их делает сам режим. Если представить себе весы, то недалек тот час, когда на одной чаше будет вообще все, что дорого россиянам. От видеосозвонов по WhatsApp с родными до песен Макаревича, от вечернего Урганта до чувства свободы и жизни под мирным небом. А на другой чаше весов Путин, Роскомнадзор и Единая Россия с их очередными затеями. До завтра.